Всем привет! Собрал себе пескоструйную установку самодельную. Хочу поделиться с вами. Так, начинается все с пневмолинии. Вот от компрессора у меня идут обычные полипропиленовые трубы. Выдерживают 10 атмосфер в легкую. Проверено уже десяткам лет. Значит, здесь у меня сделан дополнительный слив конденсата. То есть, если какой-то конденсат в этой трубе возникает, он у нас вот сюда утечет, а сюда пойдет расход воздуха на пескоструй. Здесь я сделал гибкий шланг, сделал с разъемчиком. Быстросъем, чтобы можно было отсоединить и переместить. Значит, здесь обычный кран полдюймовый. Так, самая дорогая вещь здесь это вот эта вот осушка воздуха с манометром. По-моему, что-то там 1200 или 1300 стоит. Вот. То есть начал с того, что купил газовый баллон просроченный. Значит, что выкрутил кран и приварил сюда, как он называется, сантехнический бочонок, сгон диаметром дюйм 32. Ну, кстати, пожалел, нужно сюда было больше, наверное, 1,5 дюймовый было бы в идеале, потому что сюда я засыпаю песок. То есть беру воронку вот такую вот, и сюда у меня засыпается песок. Так, тут у меня кран пластиковый дюймовый, тройник. Так, теперь само устройство, схема. То есть часть воздуха у нас идет вот сюда и сверху давит на песок, который находится в баллоне. Песок, конечно же, сеется. Берется обычный речной песок. И сею я вот через такое кухонное сито. Так, дальше у нас идет также полдюймовая труба туда вниз. Сейчас я переверну и покажу, как она там устроена. То есть часть воздуха идет у нас вот по этой трубке. Здесь поставлен тройник. Тройник поставлен чугунный. Здесь полдюймовый кран. То есть из баллона песок сыплется через вот этот вот кран. Кран у нас открыт наполовину. Он является регулировочным для количества просыпающегося сюда песка. Здесь его подхватывает поток воздуха, этот песок, и подает у нас вот в напорный рукавчик резиновый. Так, рукавчик нужно покупать до 20 атмосфер. Ну, в принципе, это все недорого в магазине промоборудования. Так, дальше у нас пескоструйная камера. Значит, пескоструйную камеру собрал из плиты ОСБ и брусочков. Вот, то есть для нее нужно отверстие под руки, желательно обшитые материалом, да, просто какие-то старые рукава пришил, не пришил даже, а на саморезы присобачил, для того, чтобы меньше воздуха туда подсасывало и пыли сюда не летела наружу. Вот. Так, здесь у меня стекло. Вот сейчас я открою, покажу вам. Еще очень важно для пескоструйной камеры это свет. То есть я прорезал отверстие
ОСП, закрыл их стеклом и поставил 2 диодных прожектора, по-моему, по 20 Вт. Вот так. Вот здесь у меня дверца для того, чтобы запчасти, которые я буду бескостроить, можно было туда, в эту камеру, засунуть. Так, вот эта камера изнутри. Так, размерчики я вам позже нарисую, напишу. То есть здесь происходит сам процесс, чтобы песок никуда не разлетался. Вот сделана такая камера. Значит, тут решетка, куда это все можно ставить. Вот. Так, отдельное внимание, это вот сам стволик самодельный. То есть это что? Тоже полдюймовый кран. Вот. И насадка. Внутри шланга резинового, обрезок шланга резинового, внутри у меня стоит специальная насадка. Сначала я попробовал изолятор от свечи зажигания автомобильной, но она получилась, отверстие в этой свече получилось великовато. Там примерно 4,5 мм. Это многовато. Ну, в принципе, можно сделать, работать такой свечой, но если объемы работы небольшие, потому что будет очень огромный расход воздуха. А так я заказал на Алиэкспресс специальную насадочку. Фотку сейчас вам покажу этой насадки. Так, вот такую насадочку я поставил туда. Так, отсюда не заглянуть, не видно. Ее диаметр внутренний 3 мм. Так, отдельное внимание в пескоструйной камере – это вытяжка. Вытяжка должна быть мощная, и двигатель вытяжки не должен через себя пропускать воздух. Воздух идет с пылью, с огромным количеством пыли. Поэтому обычные вентиляторы, где воздух проходит прямо сквозь двигатель, не прокатит. Так, я сделал самодельную вот такую вот. Так, видно, не видно? Вот такой вентилятор сделал самодельный. Двигатель у меня трехфазный такой был, трофейный. 0,25 киловатта, то есть 250 ватт. А вот такую вот улитку я подсмотрел на просторах интернета чертежи и сделал из обычной жести. Бэушная оцинкованная жесть. Потому что в сборе вот такая вот вытяжка промышленная стоит что-то умопомрачительных денег. По-моему, около 15 тысяч, самая маленькая. А у меня вся эта пескоструйная установка обошлась, по-моему, около 5000. То есть из говна и палок и 5000. Так что вот. То есть тут что? Жесть, ножницы по металлу и заклепочник. Ножницы по металлу и заклепочник творят чудеса. Вот вытяжка эта у меня выходит на улицу. На улице там особо людей не шокирую. Пыли не так много вылетает, как сначала думал. Так, здесь, чтобы насквозь песок не вылетал, сделал вот такой вот отводок из сантехнических канализационных труб, чтобы было не прямой вылет песка, а только взвешенная часть песка. То есть, смотрите, песчинки, которые раскалываются, да, они становятся легкие, они
получается, летают в воздухе, и их высасывает вот эта вытяжка. А те, которые целые, тяжелые, они все падают. И там в конусе я их собираю в ведро. Еще момент. То есть вот здесь вот я приделал такую жестянку, чтобы вот в этот створ не летел песок. Ну, все равно не 100%, но защищает. Это жестянка от песка. Так, дальше снизу у меня сделано вот таким конусом. И просто подставляю в ведро и собираю этот песок повторно. Вот потом его снова через сито и снова в баллон пескоструйной установки. Поставил баллон на тележку. Для того, чтобы можно было передвинуть. Все, еще раз повторюсь, что прежде чем проводить сварочные работы с баллоном, нужно его наполнить водой. Иначе пары газа могут быть опасны для жизни. Все, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Следующее видео будет практически пескоструйная обработка.